Всем привет, с вами Павло Бритов, и мы начинаем. Как повысить свою продуктивность? Первое – это сбор поступающей информации. Заведите в блокноте или в приложении на телефоне список задач, в которые вы будете вносить всю поступающую информацию, то есть с работы, личную, все задачи, которые на вас скидывают другие люди или которые вы придумываете себе сами. Оценка задач. Вечером или один раз в неделю вы анализируете этот список и понимаете, что важно, что не важно. То есть даже по-другому вам стоит задать себе вопрос, стоит ли это выполнять или действительно это важная задача. После того, как вы процентов 50 или 40-30 откинули из этого списка и поняли, что это можно не выполнять и практически это не повлияет на качество вашей жизни, у вас останется меньше задач. После этого начинается третий этап, это раскладка задач. Вы начинаете планировать следующий день и вносить в него эти задачи. То есть вы смотрите на задачу и думаете, в какой промежуток времени в течение дня или недели вы можете его поставить для выполнения. Также вам рекомендую между задачами ставить 10-15 минут перерыва для того, что бывают моменты, когда задача затягивается по выполнению. Вы идете по этому списку и выполняете. Потом в конце недели и в течение дня анализируете, какая задача вам принесла больше такого определенного фидбэка, то есть больше пользы, какая меньше, и может в следующий раз не стоит ее выполнять. Необходимо постоянно анализировать свои действия, чтобы понимать, что приносит вам результат, что нет. Также бонус. Вам расскажу о том, что есть список продуктивного прокрастинатора. Когда вы захотите отвлечься, посидеть в Инстаграме, поиграть в игрушки, но понимаете, что это не особо повлияет на вашу жизнь, и вы все-таки не хотите, но чем-то нужно заниматься, чтобы отвлечься просто от определенной рутины, которая вас может уже накипела, и вы не хотите это делать, есть полезность завести список продуктивного прокрастинатора. Вы туда заносите все действия, которые помогут вам развиваться как личность. И когда вы захотите отвлечься от своей работы, вы открываете этот список и смотрите, чем вы можете заняться. Для примера, у меня есть увлечение танцы, у меня есть увлечение YouTube, а также спорт. Теперь, например, я занимаюсь какой-то задачей по YouTube, но чувствую, что вообще не прет, и я не хочу этим заниматься. Я открываю список и понимаю, что я, например, могу сделать 2 подхода на какую-то группу мышц, или я могу протренировать 5 движений танцевальных. Я трачу на это где-то 5-10 минут, я заново перезагружаюсь, я получил эмоции, я протренировался, я как-то просто перезагрузил свой мозг другой деятельностью и могу с новыми силами ворваться обратно, выполнять задачи, например, по YouTube. Это очень полезный список. Один раз вы его сделаете, и потом в течение месяца можете практически его не менять, но периодически нужно менять в зависимости от ваших увлечений. Так, вроде я все четко объяснил, как у меня было в голове. Надеюсь, был вам полезен. Также у меня есть в телеграм-канале... Что у меня есть в телеграм-канале? Есть полезная инфа, рубрики «Вопросы», картинки-мотивашки и все подобное. Также пишу свои мысли. Вот здесь будет где-то ссылка на него. Подписываемся. Всем удачи, всем развития.